С возвращением в бумажный моделизм. Пока решил отвлечься от сборки танка Т-80 и займусь космическим кораблем Нормандия СР-2 из игровой вселенной Mass Effect. Это вторая серия корабля, первую Нормандию постигла катастрофа. Нет, я здесь ни при чем. Детальки расположены на двух листочках А4 и еще на третьем есть детали подставки. Моделька была скачана с интернета и распечатана на цветном принтере. Ссылку я прикреплю в комментариях под видео. Ладно, приступлю к сборке. Здесь все по классике. Вырезаю ножом или ножницами и сгибаю и склеиваю детали. Более подробно технологические процессы по сборке можно увидеть в предыдущих видео по бумажным моделям. В плане сгибания деталей здесь я поменял технологию. Сделаю легкий разрез ножом по внешней стороне изгиба и дальше сгибаю деталь. Получается хороший ровный изгиб. Хотя, вероятно, более правильно делать разрез с внутренней стороны детали. Попробуем и так в следующий раз. Дальше можно склеить эти детали вместе. Вырезаю крылья. Белые клапана буду срезать, так как они скорее будут мешать ровно склеивать детали, нежели помогать в чем-то. С изгибом крыльев я переборщил. Их необходимо было просто разрезать на две части посредине. На этом я их оставлю. Дальше сборка корпуса. Здесь начинается немножко хардкор. Сначала вырезаю низ корпуса, дальше секции верхней части. Секции стыкуются между собой в изогнутом состоянии. Нарезать все получилось без проблем с помощью ножниц. Все клапана, естественно, срезал. Получившиеся отрезки верхней части корпуса промазал клеем ПВА и сгибаю на подходящем металлическом стержне. Таким образом, картонные детали можно равномерно изогнуть. Прежде чем соединять секции между собой, подкрашиваю грани черной краской. Также подкрасил основание корпуса. Добавлю прочности основанию корпуса с помощью куска картона. Самый сложный этап сборки не обошелся без потерь. Сначала соединил чешуйки между собой, а потом приклеил клеем к основанию корабля. В общем, получилось довольно криво. Со щелями и излишками клея. Основной проблемой здесь, вероятно, оказалась излишняя толщина картона и недостатки навыка. Несмотря на это, решил дособрать модель до конца, чтобы увидеть, на что будет похож финальный результат. Теперь займусь боковыми накладками и основаниями крыльев. Перейдем к сборке двигателей Нормандии. Их 4 штуки, 2 больших и 2 поменьше. Собираются они все одинаково. Вырезается целая куча маленьких панелей и ящичков и склеиваются вместе. Единственный нюанс — это необходимо сделать прорезы там, где красные линии, чтобы после склейки двигателей можно было нанизать их на крылья. И лучше все подкрасить до склейки. После соединения основания двигателей они обвешиваются деталями, представляющими из себя кучу ящичков разной формы. Их вырезание и склейка изрядно потрепали мои нервы. Невероятным образом мне удается завершить сборку двигателей. И такой вид они имеют. Что дальше? А дальше доклеим пару оставшихся панелей в нижней части корпуса Нормандии. Их по аналогии с основной частью корпуса необходимо скруглить, подкрасить и установить на место. На данный момент у нас имеется собранный корпус корабля, собранные двигатели и еще небольшое количество деталей носового и хвостового оперения. Соберем все в кучу. Последние штрихи и модель Нормандии готова. Можно использовать подставку, которая идет в наборе, но на ней корабль довольно плохо смотрится, поскольку устанавливается слишком низко над поверхностью. Решил скрафтить подставку немного другого плана. Такой конечный вид имеет моя в спешке собранная Нормандия СР-2.
Результат работы получился довольно посредственным, да и сами исходники мне тоже не сильно понравились. Вероятно, здесь сыграло то, что я распечатал модель на довольно толстом картоне. Нежелание заморачиваться с аккуратностью кучей однотипных маленьких деталей. В общем, получилось то, что получилось. Тем не менее, решил вам показать, что есть такая моделька в сети, и если вы фанат Mass Effect, можете попробовать собрать себе на полку. А как вы считаете, модель все-таки удалась или нет? Кликните под видео оценку и оставьте комментарий. А следующая бумажная модель на канале будет уже совсем скоро. Возвращаемся опять к бронетехнике, предположительно будет что-то необычное. Успехов вам и пока. Посмотреть видео сборки танка Т-50. Посмотреть серии эпических обзоров. Обзор МиГ-21 от Эдуард. Подписаться на канал.